Эта коллекция идей, собранная в руководство, была впервые изложена в работе, датируемой 1895 годом. На протяжении многих лет харизматичные лидеры, стратеги пропаганды и даже ученые в области социальных наук использовали ее выводы для формирования коллективного поведения. Сегодня эту работу некоторые называют самой опасной книгой в мире, именно потому, что она раскрывает, как контролировать толпы, которые даже не осознают этого. Многие положения трудов Густава Ле Бона стали основой современных рекламных технологий и техник манипуляции массовым сознанием. Эта книга оказала глубокое влияние и вызвала широкие дискуссии о массовом сознании – психология толпы. В этой книге вы найдете психические основы массового поведения, а также механизмы, которые управляют эмоциональным заражением, мгновенной надежностью и страхом. Она завораживает умы манипуляторов, одновременно позволяя читателям понять и защитить себя от скрытых манипуляций. Хотя эта книга считается опасной, ее содержание не является злым по своей природе. Скорее, оно раскрывает факторы, которые могут быть использованы для контроля над большими группами. В этом видео вы откроете для себя 7 основных принципов, лежащих в основе этого искусства убеждения. Это революционная книга, которая изменит ваше представление о власти и влиянии. Существует древнее убеждение, что определенные учения могут революционизировать поведение целых толп, предлагая ключи к контролю и влиянию на коллективное сознание. Это убеждение не является продуктом простых теорий заговора. Каждый, кто углубится в эту тему, найдет подсказки в исторических событиях, охватывающих столетия и показывающих, как население велось искусными лидерами или мощными символами, вызывающими сильные эмоции. Возникает неизбежный вопрос: возможно ли действительно управлять массовыми группами, не давая им этого увидеть и понять? Эта мысль вызывает одновременно увлечение и тревогу. Увлекает воображение мысль о том, что может существовать знание такой силы, которая способна объяснить и даже предсказать коллективное поведение. В то же время это внушает страх, потому что если эти техники попадут в неправильные руки, их можно будет использовать для подавления, манипуляции или лишения свобод. Существуют свидетельства о теневых фигурах, которые овладели этим знанием, чтобы осуществлять абсолютный контроль, извлекая выгоду для избранных за счет многих других. Ключевой момент заключается в том, что это знание не является эзотерическим секретом, доступным лишь для узкого круга. Оно является результатом накопленных наблюдений, исследований и опыта, собранных в работе, написанной более века назад. Эта работа описывается как руководство по манипуляции с разрушительными последствиями. Те, кто освоит ее учение, окажутся на шаг впереди в игре власти, в то время как большинство останется в неведении, поддаваясь импульсам и решениям, которые кажутся спонтанными, но на самом деле являются реакциями на тщательно спланированные стимулы. Первый принцип касается того, как эмоции могут затмевать логику. Когда группа испытывает страх, гнев или энтузиазм, эмоциональная реакция возникает быстрее, чем рациональный анализ. Это наблюдается на протяжении истории, когда целые народы объединялись вокруг харизматичных лидеров, использующих пламенные речи для мобилизации коллективных эмоций против общего врага. Например, во время Второй мировой войны Адольф Гитлер использовал свои выступления, чтобы разжигать ненависть и страх, направляя массы на войну и подавляя тех, кто сомневался в его нарративе. Одним из ярких примеров из античности является Цезарь и его влияние на римское общество. В период своей власти Гай Юлий Цезарь использовал свои ораторские способности для мобилизации народа Рима. Его речи вызывали сильные эмоции, вдохновляя граждан на поддержку его военных кампаний и политических решений. Например,
После победы в Гальской войне он возвратился в Рим с триумфом, что вызвало массовое восхищение и поддержку со стороны народа. Это эмоциональное единство позволило ему укрепить свою власть и в конечном итоге стать диктатором. Однако, когда оппозиционные силы, такие как сенаторы, пытались представить факты о его авторитарных наклонностях, они часто сталкивались с яростью и ненавистью со стороны его сторонников, что подтверждает, как коллективные эмоции могут затмевать критическое мышление и подавлять инакомыслие. Эмоции – важная часть человеческого опыта, но опасность возникает, когда они используются для манипуляции, превращая страх в ненависть или надежду в слепое рвение. Важно осознавать, когда интенсивные эмоции мешают критическому мышлению. Ставя под сомнение свои чувства в ответ на сильные сообщения, вы можете избежать автоматического заражения и понять, что за мощными речами могут скрываться темные намерения. Второй принцип заключается в использовании повторения слов, лозунгов и нарративов для формирования коллективного сознания. Постоянное повторение кратких сообщений помогает людям усваивать информацию с минимальным сопротивлением, воспринимая ее как истину. Это явление наблюдается как в маркетинге, так и в политике, где повторяемые лозунги становятся общепринятыми истинами. Ярким примером из античности является Китай во времена династии Цинь, III век до нашей эры. Император Цинь Шихуанди использовал повторение идеологии и лозунгов, чтобы укрепить свою власть и создать единое государство. Он внедрил систему строгого контроля за информацией, где повторяющиеся нарративы о единстве и мощи династии стали основой для формирования коллективного сознания. Это способствовало принятию его власти и подавлению любых альтернативных мнений. Чтобы избежать манипуляций, важно разнообразить источники информации и критически оценивать идеи, которые вы встречаете. Третий принцип касается способности символов и изображений мгновенно воздействовать на коллективное бессознательное. Визуальные элементы, такие как флаги и эмблемы, вызывают сильные эмоции и ассоциации, способствуя мобилизации масс. Политики часто используют яркие плакаты и запоминающиеся лозунги, чтобы вызвать доверие и симпатию без глубокого анализа. Примером из современности является Советский Союз в XX веке. Коммунистическая пропаганда активно использовала символику, такую как красный флаг, и портреты Ленина и Сталина. Эти изображения быстро вызывали чувство патриотизма и преданности, создавая визуальную идентичность, которая укрепляла власть партии. Частое повторение этих символов способствовало формированию массового сознания, где эмоции преобладали над рациональными размышлениями. Чтобы защититься от манипуляций, важно осознавать, какие чувства вызывают символы и изображения, и критически оценивать их воздействие на наше восприятие. Четвертый принцип касается силы престижа, который исходит от публичных фигур, институтов или идей. Когда толпа наделяет кого-то аурой превосходства, она часто прекращает критическое мышление и принимает все сказанное за истину. Это связано с нашей потребностью доверять тем, кто демонстрирует высокий статус, особенно в кризисные времена. Лидеры с высоким статусом привлекают преданных последователей, даже если их престиж не всегда оправдан. Примером из истории США является Джон Кеннеди. Его харизматичное лидерство и обаяние привлекали массу сторонников, особенно во время Холодной войны. Кеннеди часто воспринимался как непогрешимый лидер, и его слова о новом фронтире вдохновляли людей, несмотря на наличие недостатков в его политике. СМИ активно поддерживали его имидж, что способствовало созданию ауры исключительности. Другим примером может служить Ричард Никсон. Несмотря на то, что Никсон изначально пользовался высоким доверием и уважением как президент,
Его репутация была подорвана скандалом Watergate, который раскрыл его участие в попытках скрыть незаконные действия его администрации. Никсон был известен как опытный политик и дипломат, что создавало у людей впечатление его исключительности и компетентности. Однако, когда правда о его действиях стала известна, уважение к нему резко упало. Этот случай демонстрирует, как престиж может быть основан на имидже, который не соответствует реальности, и как общество может быть обмануто, доверяя лидерам, которые не заслуживают уважения. Важно уметь различать истинные достижения и манипуляции, анализируя соответствие слов и действий публичных фигур. Чувство принадлежности к группе, отстаивающей неоспоримую истину, создает безопасное пространство, где сомнения подавляются ради эмоционального единства. Это явление особенно заметно в исторических примерах авторитарных режимов, которые, обещая процветание, игнорируют явные злоупотребления. Принятие утешительных нарративов позволяет коллективу избежать необходимости глубже исследовать истину, предпочитая официальную правду, которая дает иллюзию контроля. Такое поведение наблюдается не только в политике, но и в повседневной жизни. Люди часто изолируют себя от альтернативных точек зрения, которые могут предложить более надежные решения, но требуют усилий для понимания. Эта тенденция не является преднамеренным невежеством, а скорее защитным механизмом против дискомфорта, который приносит истина. Ярким примером является Майкл Беквит, известный как «мистик из долины». Он привлек множество последователей благодаря своим утверждениям о том, что обладает способностью общаться с духами и предсказывать будущее. Его семинары и книги обещали облегчение от жизненных трудностей и ответы на сложные вопросы, что создавало иллюзию контроля над судьбой для многих людей, ищущих утешения. Последователи Беквита часто игнорировали научные подходы к психологии и самопознанию, предпочитая его мистические интерпретации. Это позволило создать сообщество, где сомнения подавлялись, а критическое мышление заменялось готовыми формулами и ответами. Такое поведение подчеркивает, как утешительные нарративы могут затушить необходимость в глубоком анализе и понимании реальности. Важно задавать вопросы о правдоподобности таких утверждений и искать более надежные решения, чтобы избежать ловушки иллюзий и двигаться к более сбалансированному пониманию жизни. Чтобы вырваться из этого цикла, важно развивать критическое мышление, задавая вопросы о правдоподобности предлагаемых нарративов. Например, действительно ли это предсказание решает мою проблему или просто успокаивает мои страхи? Признавая склонность к утешительным иллюзиям, можно постепенно двигаться к более глубокому пониманию реальности и освободиться от коллективных уз. Шестой принцип касается построения доверия, этического авторитета, который играет ключевую роль в способности убеждать массы. Доверие формируется через внешние ссылки, такие как дипломы, награды и одобрение от экспертов, создавая образ авторитета, который исключает необходимость критического анализа. Эта техника широко используется в различных областях. Например, в корпоративном мире бренды акцентируют внимание на своей истории и признании, а в политике ссылаются на научные исследования и статистику, создавая образ надежности. Однако такая конструкция может быть манипулятивной. Титулы и награды не всегда отражают истинную компетентность. Слепое доверие авторитетам делает нас уязвимыми к манипуляциям, особенно когда информация фильтруется. Ярким примером такой манипуляции является дело Берни Медоффа, бывшего председателя NASDAQ, который создал одну из крупнейших схем Понзи в истории. Он привлекал инвесторов, обещая стабильные и высокие доходы. Опираясь на свой авторитет,
и репутацию в финансовом мире. Медов использовал связи с уважаемыми фондами и известными личностями, чтобы создать видимость надежности. Он предоставлял фальшивые отчеты о доходах и использовал деньги новых инвесторов для выплат старым, создавая иллюзию прибыльности. Многие инвесторы, включая крупных институциональных игроков, не проводили должной проверки, полагаясь на его статус. Когда схема раскрылась в 2008-м, миллиарды долларов были потеряны, и многие инвесторы остались без средств, что иллюстрирует опасность слепого доверия к авторитетам без критического анализа. Важно развивать критическое мышление и проверять информацию, чтобы отличать истинную надежность от фасада авторитета, основанного на внешнем облике. Настоящая надежность формируется через аргументы и доказательства, а не только через признанные титулы. 7-й принцип сосредоточен на мобилизации больших групп через драматизацию и коллективные эмоции. Эмоционально заряженные речи создают гипнотическую атмосферу, где разум уступает место страсти. Вызывая чувство возмущения, надежды или страха, спикер захватывает внимание аудитории и направляет ее энергию к общей цели, не побуждая к глубокому размышлению о последствиях. Эта техника имеет глубокие исторические корни и проявляется в революционных речах и рекламных кампаниях. Когда эмоции берут верх, аудитория начинает идентифицировать себя с нарративом, превращая речь в священный призыв к действию. Однако чрезмерная драматизация может приводить к импульсивным реакциям и опасным последствиям, поскольку критический анализ уходит на второй план. Чтобы защититься от манипуляций, важно развивать критическое мышление и распознавать, когда эмоции используются для сокрытия отсутствия аргументов. Необходимо задаваться вопросом, является ли коллективный крик искренним или тщательно организованным. Одним из примеров такого влияния может служить речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Кинг использовал мощные эмоциональные образы, чтобы объединить людей вокруг идеи равенства и справедливости, вдохновляя массы на действия против расовой дискриминации. Его способность вызывать сильные эмоции помогла создать мощное движение, но также подчеркивает риск, когда эмоции могут затмить необходимость анализа реальных условий борьбы за права. Коллективные эмоции могут стать инструментом манипуляции, заставляя людей принимать меры без сомнений, которые при более рациональном рассмотрении оказались бы явно вредными. Оппортунистические лидеры используют этот механизм для влияния на общественное мнение, часто опуская важные детали или искажая реальность, чтобы максимизировать эмоциональное воздействие. В результате возникает крайняя поляризация, где сила неуклонных убеждений заменяет способность к диалогу и переговорам. Чтобы защитить себя от такой манипуляции, необходимо развивать способность распознавать, когда эмоции используются для сокрытия отсутствия серьезных аргументов. Это требует постоянной бдительности и сознательных усилий для балансировки эмоций с разумом. Важно задаваться вопросом, исходит ли коллективный крик из искренней реакции или является тщательно организованной драмой. Дополнительно, время, посвященное личной рефлексии, будь то медитация, критическое чтение или обсуждение с людьми, имеющими различные взгляды, помогает сохранять разум даже в условиях эмоциональных бурь. Также следует понимать, что драматизация не является по своей природе негативной. Она часто служит для озвучивания законных проблем и мобилизации важного социального изменения. Проблема возникает, когда драматизация становится самоцелью, отвлеченной от тщательного анализа и прозрачности. Задача заключается в том, чтобы научиться различать, когда коллективные эмоции используются конструктивно, а когда они превращаются в инструмент манипуляции, который мешает осознанному принятию решений. Интеграция эмоций с разумом
является ключом к тому, чтобы не стать жертвой убедительных тактик. Способность глубоко чувствовать должна сопровождаться умением задавать вопросы и различать. Признавая ловушки чрезмерной драматизации, вы можете развить более устойчивый взгляд на вещи, позволяющий вам испытывать эмоции, не теряя при этом контроля. Это и есть истинная суть осознанного пафоса – использование эмоций для вдохновения при сохранении ясности и баланса, необходимых для действительно свободного принятия решений. Термин «пафос» впервые был предложен античным философом Аристотелем. В его трактовке пафос представляет собой прием, при котором эстетика повествования передается через трагедию героя, его страдания и ответные эмоции зрителей. Используя пафос, автор или оратор должен вызвать у аудитории нужные чувства, при этом не открывая до конца собственные. Понимание этих основ жизненно важно для распознавания моментов, когда вы находитесь на грани попадания в ловушки массовой манипуляции. Многие, кто овладел этими знаниями, используют их для недобросовестного влияния, но они также могут быть применены для продвижения позитивных целей, когда присутствуют честность и прозрачность намерений. Информация делает людей менее восприимчивыми к разжигающей риторике, которая эксплуатирует коллективные слабости. Существует также связь с духовной сферой, что подчеркивает важность осознания этих вопросов в современном обществе. При глубоких исследованиях разума становится очевидно, что эмоции, убеждения и коллективные импульсы могут быть наблюдаемы нами, чтобы не поддаваться им. Медитация, например, предлагает практику самонаблюдения, которая показывает, как мысли и чувства возникают и исчезают. Это состояние присутствия помогает вам сомневаться в истинности повторяющихся сообщений или в силе определенных символов. Однако одного знания недостаточно. Всегда нужно быть готовым выйти за пределы своей зоны комфорта, так как сопротивление эмоциональному влечению группы может быть неприятным или даже опасным, особенно когда радикальные идеологии захватывают толпу. Тем не менее, чем больше людей развивают ясность, тем меньше власти будет у лидеров, использующих эти принципы манипуляции против нас. Коллективное сознание не должно быть порабощено скрытыми техниками. Понимая силу эмоций, влияние повторения, мощь символов и стремление к престижу, каждый человек становится способным задавать вопросы и делать выбор самостоятельно. Это пробуждение имеет огромное значение, потому что даже если людей соблазняют, всегда найдутся те, кто останется настороженным и сможет направить других к более критическому и свободному взгляду на вещи.